Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего мая месяца и будем говорить о целом Донецко-Приднепровском регионе. И поговорим, что произошло с недвижимостью города Днепр и города Запорожье. Очень подробно, с помощью статистических данных разберемся со всеми процессами, которые происходили как на протяжении одного месяца, то есть будем говорить о колебательных процессах, сравнивая апрель с маем, так и в конце видео, друзья, будем подводить итоги, где уже речь будет идти о тенденциях или трендах длиною в 1 год. То есть период сравнения будет у нас май 2026 год с маем 2025 года, друзья. Напомню, что мы будем говорить о двух крупных областных городах-центрах. Запорожье и Днепр. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. В конце видео, подводя итоги, я дам прогноз, краткосрочный, конечно, что произойдет с недвижимостью до конца первого полугодия 2026 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр, как я люблю говорить. Постараемся вместе с вами разобраться все-таки, что произошло на рынке жилой недвижимости целого Донецко-Приднепровского региона. Перед вами карта, друзья. На карте мы видим города, которые входят в Донецко-Приднепровский регион. До войны их было больше, а сегодня мы говорим о Днепре и Запорожье. Расскажу, как пользоваться данной картой. Информация, которую здесь вы видите, еще называется легенда карты. Над каждым городом мы видим, да, показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец мая 2026 года. Давайте начнем с города Днепр. Итак, друзья, традиционно о населении говорим. Почему о населении? Потому что в квартирах живут люди же, друзья, это же очевидные вещи. Только я не знаю, почему люди, которые руководят Украиной, это не понимают. То есть не будет людей, не нужна недвижимость будет больше. Все достаточно просто. Итак, давайте поговорим о населении. Население довоенное, естественно, это официальная статистика. 966 тысяч проживало в городе Днепр. Почти город-миллионник. А вот сейчас я предполагаю, что порядка 700 тысяч, наверное, живет. Кто с Днепра смотрит меня, напишите, пожалуйста, визуально, насколько больше или меньше людей сейчас проживает в городе Днепр. Количество предложений, это стоимость, вернее, это параметры, которые характеризуют активность рынка. Напомню вам, что количество предложений я и компания Olymp Consulting собираем с помощью программного обеспечения Olymp News, на которой у меня есть, естественно, и авторское право, и патент, что позволяет мне работать с просто огромными цифрами. То есть с точки зрения статистики, если мы увидим количество предложений в мае месяце достигло 41 050 объектов жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, зафиксировано было нами, то, естественно, эта генеральная выборка репрезентативна. И больше того скажу, что она однородна. Почему? Потому что я применяю в своих исследованиях метод классификации, то есть разбито по классам. Это дает мне возможность, уникальную возможность с минимальной статистической погрешностью видеть и понимать процессы, которые я вам сейчас рассказываю. Итак, друзья, количество квартир на 0,6% было выставлено для продажи больше в мае месяце, чем в апреле месяце. Традиционно на протяжении всего периода войны медленно, уверенно увеличивается количество людей, которые желают продать свои квартиры, и также уменьшается спрос на эти квартиры. Переходим к социальному жилью. Это уже стоимостные показатели. Буду говорить только в процентном соотношении. Данная недвижимость или данного класса подешевела за месяц на 0,55%. То есть город Днепр, напомню вам,
в отличие от города Харькова, ведет себя, точнее, недвижимость города Днепра ведет себя вполне адекватно. В Харькове с какого-то перепугу, как я люблю говорить, уже весь 2025 год и 5 месяцев 2026 года мы наблюдаем совершенно необоснованный рост стоимости квадратного метра. Город Днепр, в общем-то, или недвижимость в городе ведет себя более-менее адекватно. Видим динамику снижения. Социальное жилье аренда, друзья, подорожало на 1,36% всего лишь за один квартал. Это долгосрочная аренда, поэтому я сравнивал четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года. Следующий параметр – это стоимостной, также вторичный рынок, квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс. Подешевели минус 0,25%. Переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класса, мы видим, друзья, незначительный здесь рост, плюс 0,39% за месяц. Ну а первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, здесь все видим, динамика отрицательная, то есть снижение за месяц минус 0,14%. Первичный рынок элитный класс также показал нам незначительную динамику роста, плюс 0,36%. Итак, друзья, переходим к городу Запорожье. Город Запорожье видим по населению, это довоенная статистика, меньше, это 746 тысяч. Кто с Запорожья смотрит, друзья, напишите. Я предполагаю, что также 1500, а может даже и 400 осталось жителей в городе Запорожье. Ну, кто живет, еще раз прошу, напишите, будет интересно визуально, насколько вы видите больше, чем до войны, или меньше населения. Почему я об этом всегда вас прошу? Потому что люди живут в недвижимости. Для того, чтобы лучше понимать, что происходит с рынком недвижимости, мне необходимо понимать, насколько население увеличивается или уменьшается в том или ином населенном пункте. Данную информацию могут дать только жители того или иного населенного пункта, ни больше, ни меньше. Итак, количество предложений, друзья, которые были зафиксированы в мае месяце, составило 11 470 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. Ну, практически, друзья, в 4 раза меньше продается квартир, чем в городе Днепр. Ну, город Запорожье – это прямо совсем прифронтовой город, что также показало динамику роста за месяц на 2,4%, желающих традиционно продать больше, чем покупателей. Социальное жилье, друзья, стоимостные характеристики. Снижение за месяц минус 0,24%. Напомню вам, что это вторичный рынок, и он ведет себя также адекватно. То есть во время войны в прифронтовом городе не может дорожать недвижимость. Ну, это противоречит всем, так сказать, и логике поведения человека, и экономическим процессам, которые быстрее разрушаются в прифронтовых городах. А вот город Харьков показывает рост, не знаю почему. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок, снижение минус 0,18%. Первичный рынок, друзья, уже квартиры эконом-класс, также отрицательная динамика, то есть снижение за месяц минус 0,27%. Ну и первичный рынок комфорт, бизнес-класс квартиры, также отрицательная динамика или же снижение за месяц на 0,15%. Друзья, давайте, подводя итоги, что произошло за месяц, переходим к данной такой табличке, экселевские данные. Видим, что среднее арифметическое число, как оно считается, вы прекрасно знаете. В целом по региону $483 – это стоимость квадратного метра. Среднее арифметическое число, еще раз напомню, сравниваем май месяц с апрелем 2026 года. Что показало нам, друзья, за месяц снижение в процентном соотношении на 0,41%. Днепр больше показал снижение, чем Запорожье. Видим 0,55 за месяц, а Запорожье 0,24% за месяц. То есть более медленными темпами дешевеет недвижимость.
Ну и индекс отрицательный, естественно, 0,996. Друзья, переходим к последнему слайду. Это самый интересный слайд. Здесь мы будем говорить о том, что произошло за год с недвижимостью в Донецко-Приднепровском регионе. Карта осталась та же самая, не обращайте внимания. Мы проговорили уже подробно все показатели, которые характеризуют состояние рынка в мае месяце. А вот внизу, друзья, здесь, внимание, здесь мы будем сравнивать май месяц 2026 года с маем 2025. И видим, что город Днепр, это на примере класса социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. Многие спрашивают, а что такое социальное жилье? Друзья, это квартиры, которые достались нам после развала Советского Союза. Тут же мне начинают писать, да ты какие-то там трущобы сравниваешь, да вообще там живут нищеброды одни. Ну, друзья, не всем так повезло в жизни, как вам, возможно. Я отвечаю людям, которые мне это пишут, что вы живете в современном жилье. Но хочу вам напомнить, что в Украине, если брать всю структуру недвижимости, которая эксплуатируется, всего лишь за время самостоятельной Украины больше 30 лет было построено 15% нового жилья. Все остальное, друзья, 75 получается, правильно, да? Или 85? Ну, посчитайте сами, это для особо сообразительных. Это нищеброды, которые живут в старом жилье, которое осталось после развала Советского Союза. Вот такая вот, друзья, грустная статистика по поводу, так сказать, нищебродов и старого жилья. Итак, видим, отвлекся немножко, $542 стоимость квадратного метра город Днепр. И в целом за год подорожала недвижимость на 1,31%. В основном подорожание происходило во второй половине 2025 года, а с января месяца мы видим, как медленно и уверенно стоимость квадратного метра, в общем-то, снижается, что и совершенно логично. Город Запорожье, $423 за квадратный метр. Здесь снижение за год 4,51%. Ну и подводя итоги по региону, видим, что среднее арифметическое число, это стоимость квадратного метра в целом по региону, $483. Сравнивая с маем 2025 года, где стоимость недвижимости была квадратного метра 489, видим, что, друзья, снижение за год минус 1,33%. В целом по региону снижение на 1,33%. Индекс отрицательный 0,987. Немного, друзья, о индексе. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Считается он очень просто, если у вас есть статистические данные. На примере показываю города Запорожье, города Днепр, то есть всего региона. Делим вот это число 483 на 489, получаем в процентном соотношении снижение 1,33% или же отрицательный индекс 0,987, друзья. На протяжении многих лет, это самореклама уже, я и компания Limp Consulting готовим индексы для крупных украинских системных национальных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере целого региона показываю вам с статистическими данными, как это происходит. Поэтому данная информация архиважна для данной категории специалистов, которые меня смотрят. И с учетом синергии знаний, еще раз напомню, вы знаете, как меняются стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Данная синергия знаний поможет, друзья, в вашем сложном бизнесе. И, конечно же, мне и компания Limp Consulting дальше работать, развиваться, заниматься наукой. Также, друзья, меня найти можно в описании моего YouTube-канала. Есть Viber телефончик, там два телефона, кипрские и киевстаровские. Можете по-любому набирать.
в любом случае или позвонить, или же списаться, составим техническое задание и под всю недвижимость, которая находится в портфеле вашего, я имею в виду залоговая недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства какие-то, мы будем делать исследования раз в квартал, и вы будете видеть, как обесценивается недвижимость, то есть меняется стоимость квадратного метра в меньшую сторону, или же наоборот, стоимость квадратного метра растет, как это происходит в Западной Украине. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. А вот теперь немножко о прогнозах. Давайте запомним, что на 1,5%, давайте округлим большую сторону, видим снижение стоимости в течение одного, так сказать, года. Закрываю показ слайдов и немного о прогнозах. Друзья, ну, в своих прогнозах я использую также научную методологию. Это метод многофакторного анализа. То есть я учитываю все макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики не в целом Украины, а есть такое понятие, как внутренний валовый региональный продукт Запорожской области, Днепропетровской области. Видите, область не поменяли, Днепропетровская, а город умудрились поменять. Так вот, все данные макроэкономические показатели или индексы, они в открытом доступе есть, вы можете их посмотреть. Я выбрал несколько индексов, которые очень тесно коррелируют с индексом рынка недвижимости, о котором вам говорю. И, друзья, ну, посмотрел, просто коэффициент корреляции достаточно высокий, то есть это несколько показателей, буквально скажу. Это количество населения, это количество, ну, населения, опять, это вопрос довоенный, да. Это второй показатель. Количество активно работающих предприятий. Это малый, средний, большой бизнес. Это в открытом доступе, если не поверите, но почему-то уменьшается количество предприятий. Ну и так далее. Там 10 показателей, которые очень тесно связаны, или большой коэффициент корреляции с индексом рынка недвижимости. То есть умозаключение очень простое. Все, что происходит с экономикой, это же самое будет происходить с недвижимостью, которую характеризуют тоже показатели, как стоимостные, то есть стоимость будет снижаться, так и количественные показатели. Количество транзакций будет также уменьшаться. Ну а если конкретно, что произойдет буквально через месяц, записываю в июне, да уже через полмесяца, то мы увидим, что стоимость квадратного метра подешевеет, как в Запорожье, где-то за месяц, за июнь на 0,5%. Также в городе Запорожье и Днепре мы увидим одинаковые процессы, где-то на 0,5%. Я думаю, что это адекватное число, на которое подешевеет недвижимость. Друзья, ну очень подробно рассказал вам о том, что произошло с недвижимостью в целом регионе. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Украины, вам необходимо сделать что? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом, ну или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, не забудьте поставить лайк данному видео. Спасибо, кто досмотрел до конца. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.